Вы все прекрасно знаете ее как невероятно жестокую, властную и совершенно безжалостную Азизи Асланбей из глобально популярного драматического сериала «Ветреный», чье одно лишь грозное имя вызывало неконтролируемую дрожь у самых смелых врагов и заставляло трепетать миллионы верных поклонников у экранов. Но задумывались ли вы когда-нибудь долгими вечерами, какая невыносимо тяжелая личная драма и какие по-настоящему горькие слезы десятилетиями скрываются за этим ледяным, строгим и пронзительным взглядом могущественной женщины? Сегодня мы подробно расскажем вам абсолютно подлинную, пронзительную и невероятно вдохновляющую историю великолепной турецкой актрисы Айды Аксель, которая пережила настоящую человеческую трагедию, навсегда разделившую ее счастливую и спокойную жизнь на светлое да и невыносимо мрачное после. Будущая великая легенда турецкого национального кинематографа появилась на свет 31 октября 1962 года в самом живописном историческом сердце огромного колоритного Стамбула. С самых ранних и беззаботных лет эта удивительная маленькая девочка проявляла просто невероятный и всепоглощающий интерес к классическому высокому искусству, сутками напролет пропадая за пыльными кулисами местных академических театров и каждую ночь искренне мечтая о великой мировой сцене. Ее любящие и заботливые родители всегда безоговорочно поддерживали любые творческие порывы своей одаренной дочери, поэтому она совершенно без труда успешно поступила в престижную столичную консерваторию, где феноменально виртуозно освоила сложнейшую игру на классической виолончели. Немного позже это уникальное юное дарование стало лучшей студенткой престижного театрального факультета знаменитого университета имени Мимара Синана, где опытные седовласые преподаватели сразу единогласно разглядели в ней редчайший врожденный драматический талант. Первые робкие шаги к ослепительной всенародной славе давались будущей суперзвезде крайне нелегко, поэтому молодая девушка начала свою долгую профессиональную карьеру с банального озвучивания коротких рекламных роликов и периодического участия в совсем небольших независимых экспериментальных постановках. Однако вскоре ее невероятно мощная энергетика, безусловная харизма и удивительно глубокий сильный голос окончательно привлекли пристальное внимание главных столичных режиссеров, что в итоге позволило ей непрерывно проработать в главном государственном театре целых 15 лет. Ее официальный и долгожданный дебют на широких телевизионных экранах всей страны состоялся только в конце ярких 80-х годов, но первый по-настоящему громкий успех пришел исключительно после исполнения невероятно сложной и эмоциональной роли в очень трогательном проекте под интригующим названием «Сумасшедшая любовь». Именно в тот переломный исторический момент многочисленные преданные зрители впервые полностью осознали всю невероятную глубину ее многогранного актерского мастерства, а самые строгие профессиональные критики начали публично называть ее одной из самых перспективных звезд нового поколения. Но пока ее блестящая профессиональная карьера так стремительно и уверенно шла в гору, покоряя все новые недостижимые вершины, реальная личная жизнь талантливой актрисы все больше напоминала бесконечно запутанный лабиринт, полный совершенно неожиданных и весьма болезненных крутых поворотов. Ее первый юношеский брак с весьма успешным инженером по имени Халюк Семи, в котором на свет родилась их общая прекрасная и умная дочь Лейла, к огромному сожалению всех близких, в итоге закончился крайне болезненным скандальным бракоразводным процессом и долгим периодом гнетущего одиночества. Казалось бы, что долгожданное семейное счастье и душевный покой уже навсегда покинули ее огромный дом, пока в далеком 1995 году она совершенно случайно не встретила того самого главного и единственного мужчину всей своей долгой жизни. Этим настоящим спасителем оказался невероятно успешный турецкий бизнесмен Атилла Акынджоглу, который мгновенно окружил ее поистине невероятно мужской заботой, вскоре подарил замечательного младшего сына по имени Эфи и навсегда стал для уставшей женщины самой настоящей нерушимой каменной стеной. Целых 15 прекрасных и неповторимых лет эти двое любящих людей прожили в абсолютной идиллии и душевной гармонии, ежедневно наполняя каждый свой совместно прожитый день искренним смехом, увлекательными романтическими заграничными путешествиями и поистине безграничной, всепрощающей семейной любовью. Наша любимая героиня очень часто абсолютно откровенно признавалась в своих телевизионных интервью, что именно рядом с этим надежным и сильным мужчиной она впервые за долгие годы наконец-то почувствовала себя по-настоящему слабой, хрупкой и тотально защищенной от всех внешних угроз женщиной. Но однажды наступил тот самый страшно роковой 2010 год, который плотной и удушающей черной пеленой внезапно накрыл ее безупречно счастливую женскую судьбу и буквально в одночасье безжалостно растоптал абсолютно все прекрасные надежды на совместную долгую старость.
Ее горячо любимый и родной супруг совершенно скоропостижно скончался от обширного и внезапного сердечного приступа, навсегда оставив поистине великую актрису абсолютно один на один с просто невыносимой душевной болью и двумя невероятно сильно убитыми этим страшным горем общими детьми. Весь привычный и безопасный окружающий мир в одно страшное мгновение навсегда потерял все свои некогда яркие краски, убитая горем вдова полностью закрылась в себе, категорически отказалась от участия в любых съемках и долгое время буквально физически не могла произнести ни одного слова. Только невероятно огромная материнская ответственность за дальнейшую судьбу и будущее образование своих любимых детей, а также поистине спасительная, исцеляющая магия любимого театрального искусства спустя долгие месяцы тишины все-таки помогли ей сделать самый первый шаг из этой бесконечно глубокой депрессии. Спустя долгие годы внутренней борьбы она наконец-то триумфально вернулась на телевизионные экраны всей страны в масштабном культовом сериале «Ветреный», виртуозно вложив абсолютно всю свою накопленную и пережитую колоссальную боль в невероятно сложный и противоречивый экранный образ безжалостной Азизи. Эта поистине выдающаяся и гениально сыгранная роль стала для израненной актрисы самой настоящей спасительной психологической терапией, позволившей окончательно выплеснуть наружу все годами копившиеся негативные эмоции и безоговорочно завоевать миллионы преданных фанатских сердец по всему огромному земному шару. Поразительно и невероятно удивительно то, насколько сильно и кардинально настоящий характер этой замечательной и чуткой актрисы отличается от ее самого известного телевизионного экранного воплощения властной, жестокой и непоколебимой правительницы огромного и влиятельного клана Асланбей. В своей повседневной реальной жизни эта невероятно добрая, лучезарно мягкая, сострадательная и всегда искренне улыбчивая женщина, которая до безумия обожает стильно и модно одеваться, регулярно ухаживать за брошенными бездомными животными и финансово помогать абсолютно всем нуждающимся и обездоленным людям. На съемочной площадке в древнем, мистическом и невероятно красивом городе Мардин абсолютно все ее молодые и талантливые коллеги, включая таких суперзвезд, как Акына Каназю и Эбру Шахин, буквально боготворили эту мудрую женщину, открыто называя ее своей второй заботливой матерью. Она абсолютно каждый день приносила на изнурительные ночные съемки вкуснейшую свежую домашнюю выпечку, всегда давала самые правильные профессиональные советы молодым актерам и мастерски сглаживала любые возникающие конфликты своей невероятно теплой, успокаивающей и светлой аурой. За свою поистине долгую, невероятно насыщенную и феноменально плодотворную творческую карьеру наша сегодняшняя неподражаемая героиня честным трудом собрала самую внушительную коллекцию наиболее престижных, значимых и уважаемых театральных и кинематографических наград своей любимой и родной страны. Среди этого огромного множества золотых статуэток есть и знаменитая историческая премия Афифе Жали, которую ежегодно вручают только самым выдающимся и гениальным деятелям высокого искусства за их абсолютно неповторимый и особый вклад в развитие и сохранение всей национальной турецкой культуры. Сегодня эта великолепная и нестареющая женщина продолжает очень активно сниматься в абсолютно новых, интригующих и высокорейтинговых телевизионных проектах, регулярно путешествовать по самым экзотическим странам нашего мира и искренне наслаждаться каждым подаренным мгновением своей удивительной, сложной, но прекрасной жизни. Несмотря на абсолютно все жестокие, подлые и коварные удары судьбы, она все-таки смогла навсегда сохранить в своем огромном и добром материнском сердце искреннюю, чистую любовь к этому непростому миру и абсолютную преданность своему великому творческому призванию.